Здравствуйте, мои дорогие любители бухашечки. Мы продолжаем нашу серию выпусков про алкоголь. И сегодня у нас на очереди такой коктейль, как Negroni. Его история очень тоже интересная. Все эти коктейли, про которые я буду рассказывать, они родились достаточно давно, в 19-м, начале 20 века. Конкретно этот коктейль родился из другого коктейля, который называется Американо, который в свою очередь родился из еще одного коктейля, который называется Милано Турино. Милано Турино, он так называется, потому что в нем использовалось два ингредиента – Кампари и вермут Пунт МС, родина которых, собственно, Милан и Турин, два города. Затем, во время сухого закона, когда очень много американцев поехали на работу, то есть так называемых экспатов, в Италию, и они пили там Милано Турино, впоследствии, когда они стали вывозить этот коктейль как лекарственное средство, то есть огромные потоки людей вывозили этот коктейль, и он получил такое большее распространение, что ли, и есть такая легенда, что благодаря этому его стали называть американо. Затем один граф итальянский, то есть своему бармену сказал, что нужно, просто бармену, где он пил этот коктейль свой, американо, он сказал, что вот мне хочется попробовать что-нибудь покрепче, и замени, пожалуйста, мне содовую в коктейле на джин. Соответственно, получилось у нас три классических ингредиента Negroni. Это Кампари, вермут красный сладкий и джин. Давайте приступим к приготовлению. В классическом варианте используется соотношение 1 к 1 к 1. То есть мы просто все три ингредиента, раз, два и три, мы их используем в равных пропорциях. Но если вам не очень нравится горечь или хочется там выделить немножко джина и тому подобное, я предлагаю сделать такое соотношение. То есть мы берем Кампари, мы его берем 15 мл. Затем вермут. Кто-то скажет, что мартини уже не вермут, но тем не менее. 22,5. Если льете на глаз, то половина обязательно. И 45 мл джина. Насыпаем лед. Обязательно руками, если делаете вы для себя. Если делаете для других, то обязательно не руками. И ложечка. Если смотрели предыдущий выпуск, где я делал Old Fashioned, техника стира или перемешивания абсолютно такая же, как и там. Мы мешаем, пока на бокале не появился иней, или либо когда руке стало холодно. Обычно это занимает секунд 20-30. Вот здесь такая появилась иней. Вот оно. Вот такое запотевшее стекло. Да, и последний штрих. Кто-то добавляет прям дольку апельсина. И вроде бы как в классических рецептурах так и положено делать, но мне больше нравится. И я считаю, что больше аромата отдаст просто кожура. То есть мы ее вот так вот срезаем, либо ножом это делаем, либо что есть под рукой. Зубами не стоит, штуки за 300. Вот так вот мы сделали. Все масла у нас на бокальчике. И приятного аппетита. Встретимся в следующих выпусках. Привет будешь передавать? Пользуясь случаем, хочу передать привет нашему клубу Negroni.